Ой, что делается? Какая вот замечательная милаха. Так, еще раз. Всем привет! И сегодняшний гость моего видео — кошка по имени Сири. А еще у нас будет видеообзор на законченный скетчбук. Вот такой замечательный. Я буду вам показывать, какие иллюстрации я в нем нарисовала и какими материалами. Все подробно расскажу именно сегодня. Давайте чаек, берите конфетки, и мы начинаем. Видео я начну с распаковки, так как это авторский блокнот, который я заказывала у одной очень талантливой девочки, и чтобы вам показать, в каком виде приходят такие вещи, как они упакованы, и как они оформлены. Все прям чудесно, и мне очень нравится. Я возьму свою лапучку. Так, и скрою. Наверное, сверху, раз тут уже началось, все уже начало рваться, то сверху его открою. Дизайн девочка собирала сама, мы с ней выбрали только обложку, бумагу для обложки. И я попросила ее сделать листы из акварельной бумаги определенной марки, и заодно будет тест этой бумаги. А дальше оформить скетчбук так, как ей хочется. Так, вот я вижу эту бумажечку. Начну с нее так. Вот так, все. То есть я пока скетчбук вот так вот закрою обратно конвертиком, и пока посмотрим именно бумажку. Так. Угу. Вот. Я ее попросила саму упаковку бумаги мне прислать вместе со скетчбуком, чтобы я не забыла, какую бумага там используется. Это Брауберг. Сейчас, видимо, будет несколько месяцев именно этой фирмы, потому что готовится много материала по фирме Брауберг. Здесь это бумага для акварели, 10 листов А4 формата, 200 грамм, из которых сделан скетчбук. Обложка вот целиком выглядит вот так. Но для меня была важна вот именно эта часть, поэтому она вырезана отдельно. Довольно симпатичный рисуночек. Вот так. А теперь самое главное, это скетчбук. Вот обложечку, вот эти майки я с ней выбрала. Дальше там должны быть вставки из цветной бумаги всевозможные, какие-то оформления, которые девочка делала сама. Мне очень нравится, как она все оформляет, именно поэтому я заказала у нее этот скетчбук. Он, кстати, на скрепках, не сшитый, что тоже очень прикольненько по-своему. Так, ой, какая нежность получилась. Получается такая девочка-цветочек. Да, вот это растение напоминает, я не знаю, как называется. Вот она его напоминает. Очень красиво. Здесь какие-то цветочки, листики, да. Вот девочка очень вот так вот аккуратненько, красивенько оформляет все, и поэтому я заказала у нее скетчбук. Очень красивый, да, красивенький. Давайте полистаем. Обратную сторону бумаги, кстати, я не видела. Тоже очень красивая синяя такая бумага. Так, а задний формат, заднюю обложку. Тут тоже очень красиво. Это бумага для скраббукинга, она вполне подошла для обложки. Так, а вот сама бумага от Брауберг. Ну, она немножко текстуры имеет, но ее практически не видно на камере. Она довольно ровная. Так, ладно. Ну, плотность 200 грамм заявленные от производителя. Вот здесь вот не верится. Она ощущается тоньше, чем рыбачка, а у рыбачки плотность 180 грамм. Здесь где-то 160. Хорошо. Ну, чуть позже я обязательно вот на этом первом рисунке что-нибудь нарисую.
Наверное, тоже какую-нибудь девочку с зелеными волосами. Потому что хочется не только сделать такой обзорчик скетчбука, но и потестить бумагу, потому что эту бумагу я еще не пробовала. Вот тут такой вот зелененький листочек. Да, вот все в такой вот расцветке очень красивой. Зелененький, да, красиво очень. Так. Крафтовая бумага. Тоже очень красиво. Хорошо получилось. Так. Желтая бумага. Тоже красиво. Тут вот прям такой цветной разворот. Желтая и красная бумага. Красные маки вот эти вот повторяются. И желтые их серединки. Вот здесь я, наверное, даже линером порисую маки, как на обложках. Так. Еще крафт бумага, листочек. Так, и вот здесь вот разворот. Вот так вот он выглядит, центральный. Довольно красиво, аккуратненько сделано. Да, мне нравится. Аккуратный, красивый скетчбук получился. С цветными вставками красивыми. Ровненький, красивый. Авторский скетчбук. Классный. С очень красивой обложечкой. Иногда в группе автора этих блокнота проходят различные конкурсы. И в одном из них я выиграла такой лист наклеек, который в дальнейшем тоже использовала для оформления этого скетчбука. Все очень красиво, мне понравилось. Качество наклеек тоже изумительное. Они виниловые, их можно куда-нибудь приклеить и не бояться, что они размочатся. Очень классные, прикольные. Сейчас я вам покажу группу ВКонтакте автора этого замечательного, чудесного, сказочного скетчбука. Группа называется «Сахарные письма». Название очень подходящее, потому что работы, которые она создает, это такие вот коллажики для открыток, для каких-то вот обложки, вкладки под прозрачные чехлы для телефонов. Все очень милое, красивое, аккуратное. Она работает как с собственными идеями, которые возникают у нее. Также она делает и на заказ различные коллажи. По Геншину заказывают много, по различным аниме. Вот вы можете у нее также заказать какой-нибудь коллаж, открытки, блокноты, какие-то новые идеи подкинуть тоже, потому что она очень открытый, для новых идей с ней очень комфортно общаться. Она создает чудеснейшие работы. Также в нее есть Телеграм. В нем она делится какой-то своей жизнью, какими-то новыми покупочками материалов, каких-то подарочков, каких-то идей. Все очень мило, все очень комфортно. Поэтому все ссылки я оставлю в закрепленном комментарии. Подписывайтесь и на мой канал, и приходите к девочке, передавайте ей от меня привет. Ну а дальше я порисую на первой странице скетчбука и расскажу о своих впечатлениях по поводу бумаги. Изначально планировала сделать несколько видео, но сейчас все объединила в одно. Хотела сделать видеообзор по кисточкам от Малевич, которыми я сейчас рисую этот арт, и по бумаге Брауберг. Но порисовав какое-то время этими материалами, я поняла, что целые видеоролики отдельные, они недостойны. Начну с кисточек Малевич для акварели. У меня был набор налевка, единичка, двойка, тройка и четверка. 5 кисточек. Налевка, двойка и единичка были кривыми. Из них очень сильно ввалился ворс. У них очень кривой, некрасивый кончик, который абсолютно не держит форму. В итоге я изрисовала их на акриле. В целом кисточки вообще не держат форму, не держат влагу. Для акварели они вообще не подходят. Об этом я писала в своем отзыве на Озоне, где я их заказывала. На что мне продавец ответил, что
многим наши кисточки нравятся. Наверное, какие-то другие кисточки хорошие. Эти очень плохие. Где-то в описании я напишу, что именно это за кисточки, и никогда не покупайте их для акварели. Это были дешевый набор для дешевых красок и дешевой бумаги. Хотела создать такой обзор. По поводу бумаги Брауберг. У меня много на канале видео про эту фирму. Бумага оказалась тоже не очень хорошая. Бумага для акварели от Брауберг. Заявлено, что в ней 200 грамм, но по факту в ней ощущается это как 120, максимум 140 грамм. Ее главная проблема, она похожа на промокашку из старых тетрадок. Думаю, что новое поколение вообще не знает, что это такое. Я застала их тоже очень очень отдаленно. В моих тетрадках в первом классе они еще были. Это такая бумага, которая максимально быстро впитывает влагу и концентрирует ее на одном месте. Вода по ней абсолютно не растекается. Вот здесь вот у меня на арте на лице видно, что я пыталась лессировками создать тень, но получились очень контрастные и яркие тени, как будто это нарисовано маркером. Чуть дальше у меня будет листалка этого скетчбука с моими пояснениями. И у многих, кто видел этот рисунок, сложилось впечатление, что он нарисован маркерами. Но дело здесь не в акварели даже. Здесь акварель Брауберг, обзор на который у меня тоже есть на канале, ссылку я где-то тоже закреплю. Дело именно в бумаге. Она моментально впитывает всю влагу, и акварель нигде никак не растекается. Ее надо кисточкой как бы размазывать, растягивать. Цвет тут же сразу же впитывается, его невозможно оттуда вымыть. Она очень рыхлая. Вот особенность этой бумаги. И фактура, в которой здесь создана, как будто бы она из каких-то мелких-мелких хлопушек, безворсовых. То есть у бумаги нет никакого направления. Часто у бумаги все-таки есть направление, его несложно найти, если начать ее рвать. И, так сказать, по долевому направлению волокна она будет рваться легче, чем поперек. Здесь у этой бумаги его как будто бы нет, что она сделана из каких-то таких вот мелких-мелких хлопьев. Она мне категорически не понравилась. Для акварели, я не знаю, только для детского творчества. Ну, проще, наверное, купить альбом для рисования. Он будет стоить дешевле, а результат будет тот же. Это был очень интересный, классный опыт. И теперь у меня добавилось в копилочку еще небольшой такой околообзор материалов фирмы Брауберг. У меня много материалов этой фирмы. Я думаю, что со временем я соберу вообще все материалы, до которых у меня доберутся руки, и я буду тем самым блогером, который сделал максимально большое количество обзоров на эту бюджетную фирму, и поэтому очень многие ее покупают, а перед покупкой хочется знать, что ты покупаешь. И на моем канале будут ответы на эти вопросы. Ну а дальше я уже перейду непосредственно к листалке своего скетчбука и расскажу уже о рисунках, которые я потом создала в этом скетчбуке, какими материалами, с каким настроением. И все в этом духе. Прежде чем начать листать скетчбук, напомню о том, что у меня есть большое количество различных соцсетей и даже интернет-магазин на платформе ВКонтакте, в котором можно купить некоторые мои законченные скетчбуки и арты, а еще что-нибудь у меня заказать. Вот. А теперь начнем. Про блокнотик. Вот такая вот обложка. Мне она очень нравится, эти красные майки. Такая вот милая девочка на обложке. Он такой хороший, плотненький, толстенький. Бумага Брауберг. Да, я специально ее сюда вклеила, чтобы не забыть, что это за бумага. Вот эту девочку я рисовала по мотивам девочки с обложки, рисованной мороженки.
Они по цвету к наклеечкам, которые я выиграла в сахарных письмах. Там приклеена бумажка, которая пришла вместе с этими наклейками. Я вам не покажу всю бумажку, что в ней написано, только самый ее конец. Зато наклейки вот такие вот классные, с лисичкой какой-то или грибочком. И спойлер, я их тоже попыталась нарисовать. Дальше у меня вот такие вот замечательные пироженки. Я училась рисовать по книжке. э, Сделала такой челлендж, рисовала почти практически каждый день рисунки по книжке раскрашивания маркерами, но рисовала я акварелью. Здесь использовала такие вот наклейки. Дальше у меня вот была вот такая лисичка. Я попробовала нарисовать вот гуманизацию лисички с наклейки. Такая вот классненькая девочка. Это тоже акварель, но обводила я ее чернилами, поэтому контур очень сильно плывет. Листик попробовала нарисовать такой же, как на наклейке. Так вот все получилось. Там в наклейках еще была вот такая интересная птичка с крыльями бабочки и грибочками. И я попробовала нарисовать тоже ее хуманизацию карандашами, а еще попробовала на этой бумаге порисовать чернилами. И, как видите, они здесь вообще не размываются. Были эксперименты с бумагой. Здесь я уже написала свои отзывы об этой бумаге и попытках рисовать чернилами. Этот разворот у меня выполнен из оформления письма, в котором пришел блокнот. Вот. А здесь я сделала заметки про вот эти вот замечательные пончики. Там написано, как именно я их рисовала. Здесь я делала тоже лайн с помощью чернил. Пончики, кстати, тоже из книжки. Видео по том, как я рисовала по этой книжке, у меня тоже будет на канале готовиться. Это тоже из книжки про вкусняшки. Такой вот замечательный коктейль на развороте. Вот он такой весь розовый, яркий получился. Мне он очень нравится. Дальше я по той же книжке рисовала вот такие вот вафли с яблоком. Рисунком я недовольна, как-то и на яблоки это не похоже. Здесь тоже у меня страничка с заметками по поводу этого скетчбука, печеньки всякие. Здесь я уже не знала, как оформить. Хотела сначала, конечно, маки, но в итоге у меня нашлись очень прикольные наклейки и вот такие вырубки белые, и они оказались очень контрастные, и мне, в принципе, нравится этот разворот, он довольно забавный. Здесь я рисовала карамельки, сердечки по той же книжке. И у меня соседняя страничка оформлена серпантинчиком, авторские наклейки и вот такой аниме девочкой. Очень странная бумага, на ней не получается рисовать так, как я хотелось бы. Здесь я училась заново делать покрас волос девушки, обвела волосы частично золотой ручкой от сакуры. Она вот так вот классно блестит. Блески, кстати, со временем опадают, и рисунок уже не так классно блестит. Здесь у меня на соседней страничке есть наклейки с чайниками, и я карандашами нарисовала девочку, кошечку, сидящую в похожем чайничке. Получилось очень забавно, мне нравится. Дальше здесь у меня какие-то просто эксперименты с чернилами, с какими-то вырубками. Получилась очень странная страничка, честно говоря. Здесь я рисовала чернилами вот эту вот розу с наклейкой. Мне не нравится результат, а здесь у меня тортик. На него протекло акварель с соседней страницы, что доказывает, что плотность бумаги очень маленькая. Это переводная татуировка в виде кита. Долго не знала, куда ее применить. В итоге я нарисовала с другой стороны русалку из моей любимой игры Disciples. И этот кит оказался очень в тему. Такая вот красивая, яркая русалка. Мне этот разворот очень нравится.
Здесь у меня еще одна моя идея попытки как бы типа закончить наклейку на большой лист. Очень давно хотела это сделать, и поняла, что это дурацкая идея, этим лучше не заниматься. Здесь у меня такая вот, кусочек бумаги для декупажа. Тоже не знала, куда их, пристроить. Здесь они оказались в тему, и такая вот девочка, сделанная в цвете фонаря. На Рисунок по мотивам наклейки, которые приклеены здесь на развороте. Э, Тоже я не помню, какой акварелью это делала. По-моему, это уже химия. Тоже здесь гелевая ручка сакура золотистая, и со временем она перестала так ярко и красиво блестеть, что мне не понравилось. Здесь я специально сохранила один лист бумаги Брауберг, чтобы было видно, как выглядит именно сама бумага. Здесь у меня снова такие вот заметки по поводу бумаги. А это, кстати, как раз-таки нарисована девочка-грибочек из стикер-пака, которым я выиграла с первых страничек. Вот отсюда. Я ее нарисовала в своем стиле. Получилась такая миленькая, рыженькая девчулька. Мне этот рисунок нравится, разворот получился, да, несколько странным. Тут я рисовала девочку в движении по мотивам наклейки с чашками, что она бежит и наливает себе чай, и он весь протекает, утекает, и она вся куда-то тоже. Мне этот разворот очень нравится. Это тоже химия, акварель химии и чернила. Лайн я делаю сейчас чернилами. Я ушла от линнеров, и мне больше нравится чернилами. И здесь видно, как бумага очень сильно протекает, написаны общие уже впечатления окончательные по бумаге. И вот так вот оформлена задняя страничка скетчбука. Вот такой вот интересный, классный скетчбук у меня получился. Я заполняла его около 2 месяцев. Мне очень понравилось, что я смогла в нем поэкспериментировать с различными материалами, с новой бумагой. Э, Мне он очень нравится. Дальше будет уже листалка скетчбука под музыку с более подробным показом рисунков, но уже без моих комментариев. Я такой формат очень люблю, но решила объединить его с таким форматом. Также всех приглашаю вас всех в свои соцсети. Ссылки будут в описании. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я обожаю с вами общаться. Вот, дальше будет приятная музыка и мои рисунки. А я с вами пока прощаюсь. Пока-пока.